Всем привет! Вы на канале «Существует способ», и мы продолжаем исследовать штат Раджастан в Индии. Сегодня мы покажем 3 крупных города. Один из них знаменит своим голубым окрасом. Почему так, мы решили разобраться и рассказать вам, посетив Джодхпур. Удайпур стоит на воде, его еще называют Индийской Венецией, и имеет множество мостов, храмов и домов, выходящих к воде. А в Читтаргархе мы побываем в форте, который поразил нас своими масштабами и архитектурой зданий. Поехали! Первый город, в который мы отправляемся, называется Джодхпур. Путешественники со всего мира съезжаются в этот город, чтобы увидеть голубой цвет улиц и домов. Также Джодхпур называют городом солнца за то, что на протяжении всего года здесь стоит ясная и солнечная погода, ведь он расположен на границе, где начинается пустыня Тар. Чем примечателен город Джодхпур? Так тем, что здесь до сих пор существует кастовая система. Что это значит? Это значит то, что, допустим, относитесь вы к касте священнослужителей, и ваши дома будут выглядеть вот таким вот образом. Соответственно, выкрашенные в голубой цвет – это, можно сказать, дома высших сословий, высших чинов и самые почитаемые жители города. Становятся участниками касты не только за какие-то достижения, но и также, если ты просто родился в семье того, кто принадлежит к какому-то высшему, так скажем, сословию. Нам дорогу преграждают, говорят, чего не пройдете. Hello. Если даже выполнять его. Гому участников вот этих высших сословий называют еще и брахманы. Дома вот эти вот называются дома брахманов. Как еще могут различаться касты? Например, существуют касты ремесленников, существуют касты каких-то кожевников. То есть вы из поколения в поколение передаете то или иное мастерство, и, можно сказать, у вас уже формируется своего рода каста. Поэтому Джодхпур называют голубым городом. Обычай этот завел основатель Джодхпура Махараджа Рао Джададжи, считавший, что дома брахманов должны отличаться от всех прочих. Лена говорит, что это мы вот так вот ехали в индийском поезде. Здесь классно то, что все стены расписаны граффити, причем они не просто какие-то беспонтовые, они тематические, изображают какую-то локальную культуру. Кстати, насчет брахманов, они были прям самой высшей кастой, даже выше воинов. Здесь раньше были воины кшатрии, и они стояли ступенькой ниже, поэтому влияние брахманов было очень огромное. При дворах они выполняли не только там функции жрецов, но и астрологов, там, личных советников, властителей. И хотя в 1950 году кастовая система была упразднена, по сей день брахманы остаются весомой частью общества. И поскольку дети наследуют касту родителей, число брахманов постоянно увеличивается. Но и в связи с этим в городе становится все больше и больше домов голубого цвета. Какой-то очень выделяющийся дом среди всего многообразия синих, голубых построек. Просто фантастически выглядят и граффити. На каждой из них изображена какая-то миниатюра. Причем, смотрите, как прорисовано все очень детально, все аккуратненько. И идешь прям, можно сказать, по всему городу, и встречаются вот такие вот красивые изображения. И очень красиво все это выглядит на синем фоне. Возле центральной площади располагаются, в свою очередь, ворота. Ну, это уже привычная картина для множества индийских городов. Естественно, очень шумно, что не может не утомлять. И наша прогулка, которая составляет чуть больше часа, уже начинает нас утомлять. Здесь, посреди центральной площади города Джодхпур, находится вот такая вот башня с часами, на которую, кстати, предлагают подняться за 100 рупий. Это где-то в районе 80 рублей наверх. Но гораздо интереснее будет посмотреть на панораму города с крыши нашего отеля, куда мы сейчас и отправляемся. Здесь очень интересное расположение форта. Он расположен на вершине вот такого большого холма.
что не всегда специфично для артелей Индии. То есть в большинстве случаев они располагаются на равнине. И именно вот этот порт является одним из самых неприступнейших во всей Индии и в целом в штате Раджастан. Посреди города Джодхпур находится вот такое водохранилище, старый ступенчатый колодец, как раньше добывали воду, потому что климат здесь все-таки засушливый. Рядом находится пустыня Тар, и воду, естественно, здесь берегли и в основном получали из колодцев. Один миф, который стоит нам разрушить, это то, что здесь не все дома синего цвета. То есть изначально мы на фотографиях, когда с Леной смотрели, тут прям просто синий город. Но вероятно, что это ловкость фотошопа, чьих-то рук. И, ну, как вы можете понимать, брахманы могут жить не во всех домах. То есть город населен не только брахманами, но и обычными людьми, у которых самые простецкие дома в обычном цвете. И поэтому даже те районы, которые считаются основными поселениями брахман, в них даже периодически встречаются вполне себе обыкновенные дома, обыкновенного цвета. Поэтому полностью город синим не будет. Он будет частично, какие-то районы будут синие с вкраплениями каких-то других зданий. Ребят, просто фантастика. Дерево, на котором сидят, я не знаю, ну, наверное, тысячи птиц и вот бесконечно вот так вот галдят. Если присмотреться, вот, Лена, подсними, вот там вот, видишь, вон их как много. Они прям на одной ветке там по 5, по 6 штук висят. Они реально как яблоки на дереве, они повсюду. Вон, видишь, смотри, прям над головой. Ступенчатый колодец, про который мы рассказывали, вот так вот он выглядит. И такие колодцы были часто распространены по всей Индии, особенно в районах, которые были преимущественно засушливы. И вот таким вот хитрым образом делали много-много ступенек, выкапывали, можно сказать, котлован, и внизу получался колодец, в котором пресная вода, чистая, она собиралась. И на данный момент, естественно, конечно, ее не используют. Может быть, конечно, как-то она подведена через водопровод, но при этом прям в воде можно видеть, сейчас мы спустимся, покажем, там рыбки плавают. Вот так же, как Леночка спускается, вот так же люди раньше несколько пролетов шли вниз, чтобы набрать чистой питьевой воды. Вот здесь еще пару ступенечек, и уже можно будет подойти к самой воде. Слушайте, ну высота 3-го этажа тут точно есть. Прям на 3 этажа вниз выкопали вот такой колодец. Еще неизвестно, кстати, даже какой он глубины. Рыбы, конечно, прям вообще обалдеть. Как много. Подогрели немножечко скрипача. Сидит, играет на импровизированной такой какой-то самодельной скрипке. Или это может быть какой-то национальный инструмент. Но уточнить у нас сейчас не получится у него. Смычок тоже необычный, смотри, какой-то изогнутый. Среди узких улочек города встречаются вот множество вот таких вот магазинов с сувенирами, с различными кувшинами, вазочками, статуэтками. Даже тату-салон есть. Очень классное оформление тату-салона. Как и в Джайсалмере, здесь очень часто встречаются изделия из кожи верблюда. Всякие сумки, кошельки и прочие штуки. Поняли, что с Леной слишком привыкли к индийским фруктам, рынкам, что даже не показываем вам ничего, хотя стоило бы. Вот сейчас мы пришли на базар, хотим купить немножечко папайи. Папайя здесь, кстати, по 40 рупий, что в переводе на наши деньги где-то в районе 35 рублей. Огромная папайя нам обошлась в 80 рублей, грубо говоря. Гуава почем? Which this price? And 30. Окей. 1 kilo. 31 кило. Right. 30 рупий. Мандарины в районе 40 рублей. 130 рупий нам обошлась огромная гуава, огромная папайя и пакет с гуавой. Thank you so much. Ананасы, кстати, вчера мы взяли один ананас, он нам тоже вышел что-то в районе 40 рублей, да. Ага. Овощи тоже просто копейки, реально там. Мы вчера взяли на салат помидоров, огурцов, помидоры нам обошлись там, ну, полкило там было, 10 рупий, и огурцы в 10 рупий, то есть
Ну, салат тут полноценный можно сделать, если еще зелени купить. Ну, в 30 рублей он вам обойдется, причем наедитесь вдвоем, а то и втроем. Ну и вот показываем, собственно, крышу нашего отеля. Она находится у подножия как раз-таки форта. Тоже здание синее. И вот с таким панорамным видом на город. Очень красиво. Мы здесь отметили новый 2023 год. Вот, прямо вот на этой крыше. Фейерверки тут запускали. Вот с той крыши даже фейерверки запускали, соседней. И такая особенность тоже, что в основном на вот этих возвышенных районах располагаются какие-то гестхаусы, отели, гостиницы. И все делают такие летние террасы, ресторанчики на крышах своих домов, на крышах отелей. Вот. И вот так вот люди там садятся, там кушают, что-то заказывают с красивым видом на форт и на город. Вот я вам говорил вот пораньше, что дома-то здесь не все синие. Вот вроде бы смотришь вот на этот район, и очень много синих домов. Смотришь вот туда, они такие уже, получается, с вкраплениями. Следующий город, в который мы отправляемся, называется Удайпур. Большинство туристов приезжают в Удайпур, чтобы увидеть озера и дворцы, давшие ему название Венеция Востока. Построенный в окружении 5 искусственных озер и поросших зеленью вершин Аравали, город восходящего солнца часто описывается как наиболее романтичная достопримечательность Индии. Удайпур также называют городом Венеции, индийской Венеции. И, собственно, показываем почему. Весь город расположен по берегам 2 больших озер. И очень часто здесь проводятся водные прогулки на катерах, на каких-то лодочках. По берегам расположены вот такие вот красивые здания, выполненные очень в интересной форме. Все сделано из камня, вот эти балконы, решетки. Решетки, кстати, в них стеклышки, можно сказать, витражи, но стекла здесь однотонные. Вот здесь вот только разных цветов стекла добавлено. И повсюду можно видеть вот такие вот граффити, такие рисунки. Чаще всего они будут какого-то религиозного характера. Очень-очень красиво выполнена вот эта вот арка входная. Смотрите, насколько узорно сделаны вот эти вот арки, проходы. И сверху навесик небольшой и балкончики с мозаикой из разных цветов. В каждом городе, в каждом туристическом месте люди занимаются какой-то предпринимательской деятельностью, делают все различные фигурки, не знаю, браслеты, ожерелья, не знаю, там коврики для того, чтобы просто на берегу посидеть предлагают. Вот, а здесь вот занимаются вот таким вот ремеслом, как вытачивание фигурок из камня. То есть вот тут даже лежат инструменты. Женщина, судя по всему, занимается. It's your mic, yeah? The making the elephant and the little baby, the making here. Окей. Да, вот показывает, что слоник делают из камня вот такого слоника, и внутри этого слоника есть еще маленький слоник. Сидит и прямо из камня что-то точит там. Обалдеть, смотрите, девчонка держит заготовку прям между пальцев. В ноге прям зажала ее и вытачивает. Вот у нее там зубило и такой вот молоточек импровизированный, просто вот железная какая-то плашка. Вот здесь даже показано, какие фильмы снимались в Удайпуре. Удайпур — это популярное место для съемок каких-либо фильмов. И, если не ошибаюсь, то какую-то часть Джеймса Бонда, фильма про агента 007, снимали тоже в Удайпуре. Районы старого города пронизаны вот такими узкими улочками. И здания преимущественно сделаны из желтого кирпича, желтого цвета. Часто очень встречаются индуистские храмы. И вот возвышающиеся ступы. Здесь вот ребята что-то ремонтируют. Тигрики, да. Очень много, да, на стенах рисунков. И причем сделаны они очень даже качественно. В Удайпуре есть 2 больших озера. Это озеро Фатех-Сагар, которое находится чуть-чуть дальше. И озеро, вот это вот, собственно, на котором мы сейчас находимся, Пикоа. И удивляет то, что эти озера очень чистые. Даже, посмотрите, там можно наблюдать, рыбки водятся. Для индийских водоемов, рек, озер, каких-то каналов это большая редкость найти чистый водоем. Здесь, в Удайпуре, оба эти озера выглядят вполне себе в приличном состоянии. Естественно, там, где много туристов, там и много сувенирных лавок. И иногда эти сувенирные лавки в городе Удайпур бывают настолько разнообразными, вплоть до того, что можно найти какой-то очень-очень древний антиквариат.
Вот как, например, вот здесь, вот в этой витрине представлены экспонаты, явно им не 1 десяток лет, а может быть даже и несколько веков. Очень часто здесь на улицах встречаются вот такие вот старые машины. Их, если вы помните, может быть, кто-то смотрел «Шантарам», опять-таки, вот именно на такой машине ездил Прабу, таксовал. Вот. Пес ко мне тут пришел, как раз в цвет машины. Я думаю, что она сейчас вполне себе на ходу и, конечно, может даже посоревноваться с нашей двойкой. Что касаемо архитектуры, та, которая была построена на побережьях этих озер, сейчас она используется как музей и иногда даже как отели. В данном случае это у нас вот отель вот такой вот. С зеркальным входом, вот все облеплено зеркалами, узорные балконы. Еще здесь делают очень необычную вышивку. Делают вот такие покрывала, я так понимаю, из разных лоскутов разной ткани. Причем, судя по всему, вышивается все это вручную, так как в Индии рабочая сила, она стоит копейки. И, собственно, у них получается создавать вот такие вот произведения искусства. И хочется что-то из этого взять с собой, но наличие места свободного в рюкзаках не позволяет. Вот смотрите, какие классные сумки. Тоже все это по-любому ручная работа. Сделано, да, вот из нескольких лоскутов. Вот представляете, вот это вот здание, это когда-то был дворец, в котором жили высокопоставленные какие-то чиновники, не знаю, там воины, приближенные к царям. А сейчас же это все используется реально как отели, как сувенирные лавки, вот какие-то выставочные экспозиции. Вот здесь вот машина стоит выставлена. Вообще красота. Смотрите, тоже Land Rover старенький, один из первых. Все засажено цветами вокруг. Вот здесь тут какая-то пушка даже стоит. Вот здесь вот целый ботанический сад, я так понимаю, с разными пальмами. Вот здесь вот банановые пальмы, вот какие-то кустарники. Просто прекрасный сад выполнен. И на самом деле классно то, что все вот эти вот храмы, все вот эти вот старые постройки, они не в запущении. То есть их вроде бы даже используют их как отели, используют их под свои нужды люди, но при этом они следят за порядком. Потому что в большинстве классных реально локаций, исторических, иногда смотришь на сооружения, которым несколько сотен лет, а то и, может быть, больше тысячелетия, и они находятся в запущении прям. Ну, в разрушенном состоянии, никто ими не занимается. Здесь, конечно, понятно, что все это сделано на коммерцию, но при этом сохранен вот этот облик. И какой вход вот в этот отель, на его территорию? Через вот такие классические ворота, со штырями, с какими-то штыками сверху. И ворота эти будут очень-очень увесистые. Даже неудивительно, наверное, будет, если вот это окажется просто чей-то дом, что там кто-то живет вот за такими вот большими воротами. Но там есть калиточка для того, чтобы можно было, не напрягаясь, не каждый раз открывать вот эту большую воротину, не надрываясь. Здесь у нас витражи в окошках разноцветные, решетки джали. И балкончики аккуратненькие, тоже все каменное. Также, наверное, стоит рассказать, как вообще возникли эти озера и почему, собственно, здесь появился город. Сам Удайпур был основан в 1568 году, уже после окончательного захвата Читтаргарха Акбаром. Акбар — это, если что, император великих моголов. Новая столица Мевара возникла в менее уязвимом месте, чем Читтагарх. Но Мевару по-прежнему приходилось сталкиваться с нашествиями моголов, а затем и маратхов, до самой британской интервенции в начале 19 века. В результате был заключен договор, который защищал Удайпур и позволял правителям Мевара принимать решения касательно внутренних дел. Также похвально то, что бывшая королевская семья за счет укрепленного своего влияния в этом городе способствовала развитию туризма в Удайпуре. И, собственно, сейчас за счет этого сюда съезжаются миллионы туристов каждый год. Индия в целом богата на сказки и какие-то истории, которые воплотились даже в некоторые мультфильмы и рассказы, которые нам читали в детстве. Так и в Удайпуре есть одна интересная легенда. Если вы вспомните мультик Маугли или книжку Киплинга, Багира, пантера, которая была подругой Маугли, она как раз-таки родилась и какое-то время жила в Удайпуре. Если говорить точнее, то зверинцы у короля. Собственно, повзрослев, она сбежала, перепрыгнула как-то через вольер и убежала жить в джунгли. Джагдиш Темпл — это храм, расположенный, можно сказать, в центре Удайпура, куда вполне себе можно
пройти, и, естественно, это будет бесплатно. Ну, это прям космос вообще в плане архитектуры. Обалдеть. Честно признаться, это первый раз мы видим такого рода храм с таким огромным количеством мелких элементов. Это ж сколько надо было прорабатывать каждый из этих орнаментов. Просто невероятная тончайшая работа. Посмотрите, здесь слоны, здесь кони, там люди, какие-то человечки. И все это в бесчисленном количестве и до самого верха. Высота храма здесь составляет порядка 25 метров. Также на территории присутствует несколько вспомогательных помещений, пристроек своего рода. Здесь есть несколько алтарей, вот таких вот, тоже выполненных в таком же стиле. И все они каменные, ребята, прям это все натуральный камень. Здесь большие молодцы, то, что не стали срубать деревья, которые растут практически посреди дороги. Просто обогнули дорогу и здесь сделали между двух стен. Далее мы отправляемся в еще один не менее интересный город под названием Читтаргарх. Читтаргарх расположен рядом с Удайпуром на высоте 180 метров и занимает 280 гектар земли. Древнее сооружение носит статус крупнейшего по площади форта в Индии. В 120 километрах восточнее города Удайпур располагается город Читтаргарх. И славен он своим просто огромнейшим фортом, который мы сейчас вам покажем. Город Читтаргарх возник в 8 столетии и тогда стал столицей государства Мевар. Вот сейчас мы прогуливаемся по территории крепости. И на самом деле выглядит очень монументально, особенно учитывая то, что какая площадь у этой крепости. Она расположилась на 10 квадратных километрах. И если находиться в центре города, в самом низу, то невозможно, например, фотоаппаратом в один кадр уместить всю ширину этой крепости. То есть площадь цитадели занимает около 300 гектар. Как же все-таки она возникла и благодаря кому и для чего? Появилась она в 12 веке, когда король Фаус Ревал возвел ее для защиты своего населения и в качестве приданного для своей дочери. На территории форта располагается множество вот таких вот храмов с очень богатой лепниной, все они завешены какими-то скульптурами. И, естественно, все это выполнено из камня. Но самое удивительное то, что форт располагается над городом на высоте 180 метров. И вот такая вот панорама открывается со стены. И вообще возникает в такой момент вопрос, как же можно было вообще взять штурмом такую крепость. А брали ее штурмом несколько раз. Причем это были всегда разные набеги от разных полководцев. И трижды ее осаждали мусульманская армия. И на самом деле крепость Читтаргарха славится тем, что она имеет очень печальную историю. В очередной раз, подходя к этим храмам, можно увидеть максимально детальную проработку всех элементов каждой части этого храма и каждого сооружения. То есть весь храм, можно сказать, состоит из маленьких-маленьких скульптур. Конечно, многое уже не сохранилось. Вот эти вот слоники, у них почти у каждого оторваны хобота. Здесь вот тоже видны какие-то силуэты людей. Также огромное количество божеств. Храм полноценно украшается все различными образами. За счет этого выглядит, конечно, очень богато. Уникальность Читтаргархской крепости проявляется еще и в том, что здесь располагается огромное количество водоемов с пресной водой. И все это было сделано для как раз таки того, чтобы местные жители и солдаты получали пресную воду в достатке. То есть она вот здесь вот собиралась вот в этих водоемах. Подсчетом ее могло хватить на то, чтобы напоить 50 тысяч солдат. Вернемся к теме того, почему Читтаргарх считается городом с драматичной историей. Множество раз на протяжении веков форт подвергался осадам. И самые крупные из них, самые драматичные, были в 1303 году, 1535 и 1568 годах.
История осады в 1303 году рассказывает о делийском султане, который, кроме завоевания крепости, захотел принять в свой гарем супругу правившего в те времена здесь царя. В жестокой битве у наружных ворот форта пал правитель, а вслед за ним и все его воины. Когда враг начал уже входить в Читтаргарх, перед лицом неименуемого поражения, царица и другие женщины, потерявшие своих мужей, воинов в этой битве, совершили обряд самосожжения Джаухар, прыгнув в огромный костер. На этом трагичность той истории не закончилась. Разозлившись, противник, который хотел в жены принцессу, он еще и убил 30 тысяч простых мирных жителей. Время осад в 1535 и 1568 годах история примерно повторялась. Также погибали огромное количество воинов, а их жены, чтобы не попасть в чужой гарем, просто брали и совершали ритуал самосожжения. Впоследствии в честь тех и других возвели вот такой вот монумент, который символизирует мужественность, стойкость и отвагу жителей Читтаргарха. На этом монументе изображены скульптуры многих воинов, полководцев и также божества индуистской веры. Монумент возвышается почти на 28 метров и выполнен из чистейшего камня. Все эти скульптуры тоже вырезались вручную. И после осады 1568 года в целом форт был оставлен, все люди отсюда ушли и пришел в запустение. И только им начали заниматься в начале прошлого века. Но Лена говорит, что строители здесь халтурили. Покажи, Лена. Да, ну даже если вот здесь обратить внимание, здесь видно, что идет полоса с орнаментом. Но здесь, видимо, она разрушилась, и строители просто залепили как смогли. Ну хотя бы дальше не разломали. По территории всего форта находятся вот такие вот постройки, какие-то храмы, какие-то дворцы, где раньше жили цари, и сейчас от них уже, в принципе, ничего толком не осталось. Вот такие вот развалины, сады, которые опустевшие. И здесь постройки, судя по всему, какие-то вспомогательные, возможно, даже для слуг, для рабочих. Вот здесь целую поляну кто-то настроил туриков, камушек друг на друга поскладывал. Сейчас же крепость населяют небогатые деревенские жители, которые, как и много времени назад, ведут такую же неразмеренную и наполненную трудом жизнь. Но больше приоритетов сейчас выставляют все-таки туризм. Повсюду ставят свои лавочки туристические с всяческими сувенирами, с едой. Также в стенах форта сейчас могут пастись коровки. Вот здесь даже в данном случае хрюшки, кабанчики. Вон он испугался, убежал от меня. Ну, конечно, для вас, наверное, сейчас шокирующая картина была, то, что свиньи и коровы в помойке копаются, но мы уже привыкли. В принципе, такое встречается повсеместно. На подходе к еще одному из храмов пасутся коровки, а вот здесь вот бегают обезьяны. Это все прям рядом с храмом. Спасибо. Вот один из примеров более-менее сохранившегося дворца. Причем смотрите, насколько аккуратный сад и мало разрушенных стен. Если в некоторых местах, которые мы проходили раньше, там прям вообще, можно сказать, развалины были, то здесь вполне себе жилой дворец. На всей территории форта раньше насчитывалось около 80 с лишним водоемов. И к сегодняшнему дню, к сожалению, осталось около 24-25. Большинство из них пересохли и вот обрели вот такой неподобающий вид. А раньше вода, судя по всему, доходила вот прям до вот этих верхних ступеней. Сейчас вот там гуляют, пасутся коровы. Вообще интересно, раньше люди жили, да? Сидели у себя в крепостях, в замках, в походы ходили. Гарем у них был. Что, сидишь в дворце, вот в таком, посреди сада какого-нибудь. И кушаешь фрукты, слуги вокруг тебя бегают. Раз там потренировался, сходил там на мечах, поборолся. В набег какой-нибудь сходил на соседнюю крепость. Жену привез. И жену привез, да. Вот так вот. Победил в битве, и новая жена у тебя. Да, раньше, судя по всему, вот эти два водоема были одним целым. Но сейчас из-за того, что все засохло, пересохло, один водоем совсем зазеленел, а второй практически высох. И классно то, что посреди вот этого большого водоема располагается что-то вроде небольшого такого дворца. Здравствуйте.
пришла просить что-то. У нас ничего нету, она думает, что мы чем-то угостим. Лена, не пугайся. Тут просто все вперемешку. И обезьяны, и коровы, и люди, и рикши. Что касается посещения достопримечательностей Индии, то стоит заметить такой факт, что здесь очень много фортов. Мы уже, наверное, видели с Леной там десяточек фортов в разных городах. Как-то они все-таки будут между собой отличаться, но в целом, в принципе, визитной карточкой каждого города является это форт. И в данном случае в городе Читтаргарх мы тоже повелись на вот этот форт. Как вывод, наверное, стоит все-таки при планировании путешествия по Индии выбирать более-менее интересные места. Так скажем, если у вас есть несколько городов, где есть форт, выберите тот форт, который самый красивый, да. Как вот в нашем случае мы уже видим там 10-й форт, и у нас это уже не производит на нас такого впечатления, как это было в первый раз. Смотря на эти храмы с огромным количеством барельефов, каких-то скульптур, животных, людей, женщин, каких-то мифических существ, возникает вопрос, как же все это проектировали, как выглядели чертежи, когда это все только начинали строить, и сколько же все это весит с таким огромным количеством камней, с огромным количеством материалов. Немало интересный момент — это то, как же все-таки вырезалось все это. То есть это изначально каждый элемент отдельно прорабатывали, вырезали, или это прям складывали глыбами, и потом в этих глыбах уже вырисовывали вот эти очертания каких-то фигур, орнаментов и барельефов. Одно из самых сохранившихся мест на территории форта — это Кумбха Палейс. Вот такой вот храм, причем он имеет несколько уровней вниз. Ну, там, если посмотреть, то можно увидеть несколько пролетов. Единственное, что сейчас невозможно спуститься вниз, видимо, в связи с тем, что там, может быть, уже ступени не те. На территории форта это является одним из самых древних и больших дворцов. Именно в его стенах появился на свет Махарана Удай Сингх. Это как раз таки тот, кто основал город Удайпур, в котором мы не так давно с вами были. Ой, а здесь прям обалдеть, какая классная панорамная площадка. Офигеть. Лена! Обалденно, да. Если бы, конечно, только не вот эта вот гора мусора, которая у подножия стен находится, так бы вообще прям цены не было этому месту. Полагаю, что раньше здесь находились какие-то комнаты, в которых, опять-таки, жили придворные, либо же сами же цари и их дети. Все это было разделено, наверное, на какие-то помещения. Ой, посмотрите, блин, как обезьянка вообще сидит, созерцает на закат. Привет! Здорово! Ты только посмотри на этого медитирующего. Вообще просто сидит, любуется городом, созерцает закат. Красавчик. На этом серия подходит к концу. Напишите в комментариях, какие впечатления у вас остались после просмотра видео. Что больше всего запомнилось. Поддержать нас можно донатом на карту в описании под видео. А уже в следующей серии мы отправляемся в одну из 3 столиц Индии – Мумбаи. В прошлом Бомбей. Тот самый город, где был снят популярный фильм «Миллионер из трущоб». Прогуляемся по улицам небоскребов, заглянем в самую большую прачечную под открытым небом, куда стекаются вещи большинства жителей Мумбаи для стирки. Покажем те самые трущобы и расскажем, чем нам запомнился и чем удивил Бомбей. Благодарим за просмотр, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую серию.